Всем привет! Сегодня я переезжаю из старой дешевой квартиры в Канаде, которую я снимала 2 года. В этом видео я покажу, где я жила и сколько это стоило. Ну что ж, сегодня у меня последний день переезда. Мы с вами поедем на старую квартиру, будем там прибираться. Ну и я вам, конечно, покажу свою новую квартиру. И, конечно же, расскажу, что почем. Интересно же все-таки, за сколько люди снимают свои апартаменты в Канаде и в городе Калгари. Дорого-недорого, ну, как бы можете судить сами. Цены, все, обязательно все в этом видео расскажу. Так что погнали с вами. Очень много дел сегодня. Нужно переезжать. Меняем квартиру спустя 2 года жизни в такой маленькой каморе, в которой мне было очень морально нехорошо, потому что я не люблю, когда дома нет света, дома некрасиво и дома, ну, так, не знаю, ну, некомфортно, неуютно. Вот. Это мне очень мешало, поэтому я переехала в целом со своей семьей и теперь чувствую здесь себя намного лучше. Погнали, будем отдавать старую квартиру. Ух. Вот, ребятки, приехали на старые апартаменты. Покажу вам, где я жила все эти 2 года. Вот, смотрите, такие апартаменты. Эм, Получается, как? Здесь вход. С двух сторон есть входы. Туда заходите. Здесь внизу бейсмент, потому что здесь, смотрите, ребятки, всегда бейсменты, да, как бы находятся внизу. Потому что здесь, смотрите, ребятки, бейсменты. Вот у нас такого нет, у нас сразу первый этаж. А здесь идет бейсмент, потом другой этаж, это считается первый, да, и потом уже второй, третий, четвертый. Вот, заходим сюда. Подъезды здесь все всегда ухожены, более-менее, относительно. Конечно, все старенькое. Но и дом тоже сам по себе не сильно новый. Поэтому что тут жаловаться, правда? Я сейчас приберусь, это будет для вас 15 секунд максимально. Ну и потом я вам покажу планировку квартиры и как она выглядит. Вот так, ребятки. Так что погнали убираться. Ребятки, с уборкой почти закончена. Осталось пару вещей забрать. И в целом хочу вам показать саму квартиру. Вот смотрите, она небольшая. Такой вот вход. Популярно здесь так сделать такой вход. Такие двери, просто посмотрите на эти двери, это совершенно дерево простое. То есть это никакие ни железо, ни заборы, ни так далее, как у нас строят. Просто кусок дерева. Ну, то есть как вот, как и любая другая дверь, которая находится внутри квартиры. Здесь у нас такой мини-гардеробик маленький совсем. С другой стороны при входе был, ну, такой, как камора такая, я не знаю, кладовка у нас там называется. Дальше мы идем отсюда, и здесь ванна. Вот здесь мы прожили 2 года. Честно говоря, я не любила эту квартиру, она меня очень, ну, в ней я чувствовала себя некомфортно, потому что здесь все такое старое, не новое, некрасивое. То есть оно нормальное, но не то, чтобы я хотела. То есть, ну вот, смотрите сами, очень малюсенькое все такое. Как бы у нас не сильно прям большая та квартира, в которую мы переехала, но она на одну комнату больше. Ну и, конечно же, там все новенькое. Здесь сразу же комната вторая. Посмотрите, закрывается вот такая же точно дверь, как и там. Здесь при входе у нас вот шкаф такой есть. Там можно хранить какие-то вещи. Все встроено в целом внутрь. Как видите, там тоже еще один шкаф передвижной. Эти штуки всегда были сломаны. Мы вызывали мужчину, который ремонтирует на территории домов, но как бы ремонтировал, но все опять ломалось. Комната сама небольшая. Вот здесь все такое почему-то старое. Все эти провода, они как-то всегда, вот эта штука падала металлическая, было не очень удобно, то есть там всегда забивалась куча пыли и всего разного, то есть, ну, странная система. У нас отопление, как все знают прекрасно, это батареи, да. Здесь же, конечно, было окно. Окно с тоже странной системой. Я когда-то в рилсах показывала, что оно открывается вот так. То есть, ну, оно все было максимально такое старенькое, не сильно красивенькое. Ну, жить было можно. Здесь в каждом доме такая вот, в том, в который мы переехали, тоже такая есть, регулятор температуры. Ты можешь зимой там выставить себе 30 градусов, и оно будет тебя очень сильно греть. Вот, теперь самая центральная комната. Это вообще это считается one bedroom квартира, потому что там одна спальня. Но в целом по-нашему это бы считалось, что это двухкомнатная квартира. Там мой муж что-то ремонтирует. Уже остались пару вещей каких-то, и мы почти все закончили. Ну и все, вот приходим с этой комнаты. Здесь такое местечко, которое по фотографиям, как я видела, здесь обычно ставят столы
стулья, и здесь обедают, завтракают, ужинают. Вот такой вентилятор. Ну и, конечно же, как бы с кухни, она вот тут, и она малюсенькая. И она меня, честно говоря, немножко ущемляла мое моральное состояние, потому что она вообще, когда мы приехали, она была жутко страшная, я все перекрашивала, но это не помогло, потому что внутри там, ну, короче, ее просто нужно менять. Мы 2 года здесь прожили, платили на $200 меньше, чем все другие, потому что ну, квартира не прям сильно новая, ремонта в ней особо нет. Вот, поэтому так. Здесь вот такой не очень классный холодильник, потому что морозилка почему-то сверху, сам холодильник почему-то снизу. То есть вообще непонятно. Это жутко было неудобно. Ты вечно наклоняешься за своими продуктами, горбишься на этой крошечной кухне, не можешь пройти. Ну, то есть в новой квартире, в которую мы переехали, там практически такая же система, но сама как бы кухня побольше и удобней, потому что там все сделано так, ну, чтобы было удобно жить. А здесь так, чтобы просто заехал кто-то, да и жил себе. Такая вот плита. Ну, на плиту нечего жаловаться, она нормальная. Я видела, бывают такие здесь белые плиты с такими трубочками, которые греют. Вот это вот выглядит жутко. А это еще более-менее. Но в целом, как видите, квартира неудобная. Ну, как бы она маленькая, здесь все сделано максимально не для людей, какое-то все чисто, чтобы по дешевке быстро сделать, да и забить. Счетчики, как и у нас, как и у всех. Ну и давайте пройдемся, еще я вам покажу. Так как здесь нет в самой квартире машинки сушильной, стиральной, то, конечно же, это все находится, угадайте где? Да, внизу, в здании, все люди этим пользуются, все вместе стирают свои трусы и все остальное. У нас был другой вариант. Мы этим практически не пользовались только первые месяцы. Потом нам удалось, так сказать, по-польски залатвич, выбрать для себя другой вариант. Ну и в целом было окей. Вот здесь, получается, мы спустились с вами на нижний этаж, на бейсмент. Наконец-то открылся. Такое все у нас здесь не очень классное. В общем, мы зашли в лаундри-комнату. Как вы видите, здесь каждый может прийти и постирать свои вещи. Вот здесь вот стоят 3 стиральных машинки, окно, бейсмент. Видно, что это прям под землей почти. За одну стирку вы будете платить $3, $3.50, $3.95, даже бывает $4.20, в зависимости от того, насколько теплую воду вы хотите для ваших трусиков. Вот, поэтому, как бы, честно говоря, я не в восторге от этого всего. Это выглядит жутко. Я как увидела, что там люди здесь как бы pet-friendly, и люди стирают здесь вещи своих собак, и все это в шерсти, постоянно в каком-то говне. Короче, ну, это мерзко и неприятно на самом деле. Я стирала здесь какое-то время, потом я обнаружила, что это просто жутко. То есть люди совсем не ухаживают за своими, за вот этими вот вещами, ни за своими, ни за чужими. Это жутко неприлично, некрасиво, я к такому не привыкла. То есть мы потом нашли другой вариант стирки. Здесь также есть еще большие сушки, тоже стоимость $2.75, $3. Сюда прикладываешь карточку, она пикает. Карточку тоже нужно было пополнять, ходить в другое здание. То есть, ну, как бы сделано, я не знаю, жутко неудобно. Очень. 3 таких вот сушки, 3 стиральных машинки. Оплачиваешь отдельно сам. Инструкция по пользованию, конечно. И вот такая вот, как мне напоминает СССР, плиточка или что. Ну и понятно, вот, помыть руки после того, как ты потрогал все это. Вот, так что вот такие дела, друзья. И, конечно же, остается вопрос, который вас наверняка интересует. Сколько мы платили за это все? И я вам отвечу, стоимость этой квартиры для нас была каждый месяц $1300, и $25 был паркинг. Вода была включена, да, вода включена, плюс включено также было отопление, а электричество уже отдельно. Сколько я помню, если я хорошо говорю, вроде бы да. То есть, ну, вот так вот выходишь с этой стороны. Здесь все паркинг, паркинг, паркинг. Вот здесь был, получается, такой домик еще один. Здесь таких несколько домов. Они все эти дома, они не частные, то есть они сдаются для других людей. В целом мне нравится, что здесь всегда все было очень ухожено. На это пожаловаться вообще как бы нечего.
Травка всегда скошена. Зимой в целом было достаточно почищено все. Здесь цветы летом всегда цветут, что очень радует. Вот так вот это все выглядит. Там еще один этот дом. Вот. Ну и кто-то себе хорошо бизнес устроил, зарабатывает на таких бродягах, как мы, которые приехали в Канаду в поисках лучшей жизни. И нашли, наверное, потому что в целом я довольна, все у нас хорошо происходит. Я счастлива. Там вот еще один вход. Там, кстати, площадка детская. Здесь очень много детских площадок по кругу, что очень приятно, потому что с ребенком выйти погулять постоянно хочется и зимой, и летом нужно с ними гулять. Вот. Ну, а я все же, наверное, рада больше, чем не рада. Я немного буду скучать по этому району. Да, но я не могу сказать, что как бы это будет прям мега сильно. И я больше рада, потому что мы смогли себе позволить переехать в новое жилье, которое намного-много больше мне нравится и которым я довольна. Поэтому, ребятки, я думаю, что в следующей серии я сниму видео про свое новое жилье. Вот, как все там выглядит, как это все у нас обустроено. И обязательно с вами этим поделюсь. Ну а на сегодня, как я вот уже рассказала вам, вот такие вот оплаты мы платили в течение данного срока. И теперь будем переезжать полностью, перевозить все вещи и устраиваться на новом месте. Чувствую себя намного-намного лучше, потому что приятнее все-таки жить в комфорте, чем без этого комфорта. Правда? Напишите ваши комментарии, что вы думаете об этом всем. Ну и, конечно же, до скорой встречи в новом видео.